Если мы будем довольствоваться тем, что нашли в своих карманах пару долларов, то стоит лишь представить себе, наткнуться на целых 13 миллионов долларов вместе, о котором мы даже и не подозревали. Представьте себе, насколько это было бы удивительно и невероятно. Именно это и произошло с группой алмазных шахтеров, которые в 2008 году работали в самой удаленной и суровой части Намибийской пустыни. Они случайно нашли внутри древнего кораблекрушения, которое произошло более 500 лет назад, настоящее сокровище. Этот корабль, скрытый под слоями песка, морской пыли и времени, оказался невероятной находкой, наполненной историей, тайнами и загадками. Вся эта история, связанная с этим затонувшим судном, стала сенсацией, которая привлекла внимание ученых, археологов и любителей приключений со всего мира. Все началось в далеком 1533 году, когда португальские мастера-кораблестроители создали уникальный торговый корабль, предназначенный для дальних морских путешествий и масштабных экспедиций. Этот корабль стал частью новой эпохи мореплавания, когда португальцы активно расширяли свои торговые пути и укрепляли свои позиции по всему миру. В то время считалось, что это судно относится к более современной и усовершенствованной категории кораблей, чем те, что использовались ранее, поскольку оно было крупнее, прочнее, более эффективным и способным выдерживать долгие и опасные морские переходы. Португалия очень нуждалась в таком корабле, так как в тот период она уже доминировала в морской торговле и имела огромные заказы на расширение своих торговых маршрутов, особенно в Азию. Основная задача этого судна заключалась в поддержке долгих экспедиций, которые могли обеспечить португальским торговцам контроль над важнейшими ресурсами и торговыми путями. Этот корабль стал символом португальского морского могущества и технологического прогресса, а его строительство стало важной страницей в истории мореплавания и великих открытий. 7 марта того же года португальцы решили провести испытание своего нового корабля, чтобы проверить его возможности и надежность. В этот ясный весенний день, когда природа только начинала пробуждаться после зимних холодов, огромная эскадра судов вышла из порта Лиссабон. Они медленно отплыли по реке Тахо, развивая паруса и развешивая яркие красочные ткани и флаги на мачтах, чтобы продемонстрировать силу и богатство. Этот поход был важным событием, и все наблюдатели с интересом следили за тем, как новый корабль справится с морскими испытаниями. Из порта Лиссабон, который был центром португальской морской экспансии, команда кораблей направилась в Западную Индию, маршрут, который был очень популярен у мореплавателей того времени. Они надеялись привезти богатство и ценные специи, такие как корица, имбирь, гвоздика, перец и куркума, которые в Европе тогда были очень редкими и дорогими. Эта экспедиция символизировала мощь португальских мореплавателей и их технологическую подготовку к дальним путешествиям, а также подтверждала, что их корабли способны преодолевать тысячи километров по опасным водам. Однако не все корабли этого флота достигли своей цели. Одно из судов, отправленных в это путешествие, так и не добралось до своей конечной точки. В самом разгаре перехода, к ужасу португальского двора, это судно полностью исчезло, без признаков кораблекрушения, без обломков, без какого-либо предупреждения. Это исчезновение было настолько загадочным и таинственным, что никто не смог найти ни одного следа корабля или его экипажа. Возможно, судно сбилось с курса и заблудилось, оказавшись в неизвестных водах, или же оно потерпело крушение в результате штормов, сильных волн или других природных бедствий. Есть версии, что оно могло попасть в Америку или на остров по пути, но никаких доказательств или свидетельств этого найти так и не удалось. Все это породило множество легенд и слухов, и исчезновение этого корабля стало частью морской мифологии, которая передается из поколения в поколение. В течение столетий его тайна оставалась нераскрытой, а истории о его судьбе и судьбоносные исчезновения продолжали будоражить умы людей, превращая его в легенду, окутанную тайной и романтикой эпохи великих открытий. Прошло более 500 лет, и в 2008 году началась новая глава этой удивительной истории. Алмазные шахтеры, работая на побережье неподалеку от маленького города Оранимута, начали находить странные и необычные предметы, которые явно не принадлежали природе или местной среде.
В процессе добычи они наткнулись на множество странных обломков, куски металла, деревянные фрагменты и даже загадочные предметы, похожие на бронзовые трубы или механические детали. Эти находки были настолько необычными и удивительными, что их сразу же привлекли внимание специалистов и ученых. Они вызвали археолога, чтобы он помог разобраться, что именно обнаружено и откуда взялись эти артефакты. Этот археолог имел богатый опыт и знания в области морской археологии, и он приступил к тщательному обследованию места. Вскоре он заметил, что разбросанные вокруг предметы – это не случайные обломки, а часть древнего судна, которое было затоплено и потеряно века назад. Он начал с аккуратной идентификации каждого фрагмента и в процессе работы обнаружил, что среди находок есть бивни слонов, а также старинные артиллерийские орудия, которым, судя по возрасту, около 500 лет. Он быстро понял, что перед ним корабль с богатой историей, который потерпел крушение в этих водах много веков назад. И в тот момент его охватило понимание. Он нашел одно из самых значимых и впечатляющих кораблекрушений в истории археологии и морских исследований. Это было действительно уникальное открытие, которое могло изменить представление ученых о морских путешествиях эпохи Великих Открытий, о маршрутах, по которым ходили мореплаватели, и о судьбе тех, кто рискнул отправиться в такие опасные и длинные экспедиции. На тот момент было очень трудно убедить компанию, которая занималась добычей минералов, дать разрешение на продолжение раскопок и исследований этого места. Владели этой территорией и интересовались находками лишь немногие, и получать разрешение было сложной задачей. Но благодаря настойчивости археологов и ученых, а также их профессионализму и дипломатическим навыкам, им удалось убедить руководство компании продолжить исследование. И уже на 6-й день после начала раскопок, когда специалисты тщательно исследовали место с помощью современных технологий, они сделали удивительное открытие. Обнаружили сокровище, которое буквально заполнило их сердца и шляпы золотыми монетами и драгоценностями. Эти монеты были испанскими и португальскими, и их общий вес превышал 25 фунтов, что свидетельствовало о богатстве и исторической ценности этого находки. Оказалось, что старое судно было полностью нагружено ценными ресурсами – золотом, серебром, оловом, бивнями слонов и медными слитками весом более 40 тысяч фунтов. Когда оно потерпело крушение, оно было наполнено этими богатствами, и все они оказались надежно запечатанными внутри судна. Специалисты считают, что именно медные слитки сыграли ключевую роль в сохранении этого корабля в таком хорошем состоянии. Медные слитки, благодаря своей тяжелой массе и химическим свойствам, удерживали обломки на дне океана, предотвращая их разрушение и размывание. 5 веков штормов, волн и морских течений могли бы полностью уничтожить или стереть все следы этого судна, если бы не эти тяжелые медные слитки. Также было обнаружено, что медь помогла сохранить некоторые артефакты и материалы, которые в противном случае разрушились или сгнили бы со временем. Морские организмы, такие как рыбы, моллюски или ракообразные, обычно питаются древесиной, мешками из джута и кожаными изделиями, но медь значительно портит их аппетит, и это помогает сохранять многие предметы в более-менее хорошем состоянии. Благодаря всему этому, несмотря на прошедшие века, сокровище было удивительно хорошо сохранившимся, а золото выглядело блестящим и целым, словно его только что выкопали из глубин океана. Хотя доказать с абсолютной точностью, что найденное судно – это именно легендарный португальский корабль эпохи Великих Открытий, невозможно, все же множество улик и свидетельств указывают на то, что это действительно так. Среди них старинная португальская рукопись, в которой говорится, что в период с 1525 по 1600 годы было потеряно 21 судно, направлявшееся в Индию по морю. И одно из них, по всей видимости, затонуло именно вблизи побережья Намибии, у мыса Доброй Надежды, этого легендарного места, которое всегда было очень опасным для мореплавателей. Вся эта информация подтверждает гипотезу о том, что именно это кораблекрушение, то самое, о котором говорили в старых документах и летописях.
С тех пор специалисты приступили к тщательному изучению обломков, измеряют, фотографируют и сканируют каждый миллиметр места с помощью современного трехмерного лазерного оборудования. Их цель – понять, что же случилось с этим судном и его экипажем, а также приблизиться к разгадке тайны его гибели, чтобы пролить свет на судьбу этого корабля и его пассажиров. Первый и самый важный вопрос, который стоял перед исследователями – почему именно этот корабль оказался так близко к берегу Намибии? Этот регион известен своими штормами, сильными ветрами и опасными течениями. Мореплаватели того времени прекрасно знали о суровых условиях этого участка моря и избегали его по возможности. Почему же судно оказалось в такой опасной зоне? Одной из популярных версий является то, что примерно через 4 месяца после отплытия из Лиссабона корабли были поражены мощным штормом, который разбросал их по разным направлениям. Самое вероятное объяснение – тяжелый груз и плохая погода вынудили капитана принудительно сесть на мель или на берег, чтобы защитить экипаж и сохранить часть судна. Согласно одной из гипотез, капитан опустил передние якоря и медленно, аккуратно довел корабль до берега, чтобы он сел на песок или камни. После этого судно натолкнулось на подводный камень или риф в прибое, потеряло устойчивость и перевернулось в огромных волнах. Все попытки спасти его оказались безуспешными, судно начало разрушаться, особенно верхняя часть. В тот момент, вероятно, из кабины капитана выпал сундук с сокровищами, который упал на морское дно и исчез из виду. В конце концов, он был разрушен, сломан и зафиксирован в морской пучине, но часть бортов и корпуса осталась на месте, что помогло сохранить часть богатств и артефактов. А что же случилось с людьми, находившимися на борту этого судна? Зимние штормы вдоль побережья Намибии могут быть очень жестокими. Ветры свыше 80 миль в час, а волны достигают таких размеров, что высадка на берег практически невозможна. В таких условиях выжить очень сложно, и многие люди могли погибнуть. Но если шторм утих и ветер утих, то вполне возможно, что часть экипажа и пассажиров смогли уцелеть и добраться до суши. На месте были обнаружены человеческие кости и фрагменты костей, что свидетельствует о том, что по крайней мере один человек не выжил. Однако других останков или личных вещей не нашли, что заставляет предположить, что большинство людей все-таки успели выбраться и добраться до земли, несмотря на разрушение судна. Но назвать это счастливым концом нельзя. Да, большинство, возможно, выжили, но оказались в очень жестоких и безжальных условиях. В пустыне, которая простирается на сотни миль. Время было зимой, и люди были замерзшими, мокрыми и истощенными, без надежды на помощь и спасение. Никто не знал, живы ли они вообще и где их искать. Спасательные корабли и суда были очень редкими в этих водах, так как они шли далеко от популярных маршрутов, и возвращение в Португалию казалось практически невозможным. В такой ситуации их судьба оставалась неизвестной. И все, что можно было делать, это надеяться, что кто-то их обнаружит. После первых этапов исследования ученые обнаружили, что остатки корабля разбросаны на 3 больших участках вдоль побережья Намибии. В ходе раскопок было поднято более 40 тонн груза, а также тысячи различных артефактов, от металлических слитков и сосудов до тканей и астрономических инструментов. Все это свидетельствовало о богатстве и значимости этого судна, которое, безусловно, было грузом элиты и торговых экспедиций. Вопрос, кто же получил эти сокровища, был очень важен, ведь по правилам все находки, особенно драгоценности и монеты, обычно передаются государственным органам страны, где было обнаружено судно. В этом случае, согласно обычным правилам, золото и богатство должны были перейти в управление правительства Намибии. Однако в этом случае все оказалось немного иначе. Есть исключение из общего правила. Если судно является государственным, то право собственности на его содержимое принадлежит стране, которой оно принадлежит. И поскольку это было португальское судно, то по закону все богатства должны были перейти Португалии. Но, как выяснилось, португальские власти, по всей видимости, согласились оставить все находки в распоряжении Намибии, что вызвало много вопросов и споров. Это решение было необычным, так как обычно такие ценности передают государству страны, на территории которой их обнаружили. В этом случае, несмотря на историческую принадлежность, португальцы разрешили оставить сокровища в Намибии, что стало предметом обсуждения и даже критики. На сегодняшний день это все, что известно о загадочной находке. После того, как все находки были тщательно задокументированы и отправлены в управление правительства Намибии, начался долгий процесс анализа и реставрации артефактов.
Археологи и историки тщательно изучали каждый предмет, пытаясь восстановить картину того времени, когда судно было построено и использовалось. Вскоре стало ясно, что это судно не только грузило богатствами, но и являлось одним из символов португальской морской экспансии и великих открытий. Впоследствии, благодаря найденным документам, а также древним картам и рукописям, удалось установить точное место его крушения и даже восстановить часть маршрута, по которому оно следовало. Местное правительство Намибии, осознав историческую ценность находки, приняло решение создать специальный музей – Музей морских сокровищ, где все артефакты были выставлены для публичного обозрения. Этот музей стал центром туристического притяжения, привлекая посетителей со всего мира, желающих увидеть подлинные предметы эпохи великих морских путешествий и узнать о судьбе этого загадочного судна. В рамках проекта по сохранению истории и культуры в музее также организовали образовательные программы и лекции, посвященные эпохе великих географических открытий и роли мореплавателей. Что касается португальских властей, они выразили благодарность правительству Намибии за сотрудничество и передали часть документов и предметов, которые помогли полностью восстановить историю судна. Впоследствии на основе этих находок были опубликованы книги и научные статьи, раскрывающие детали прошлого и историю этого уникального корабля. Этот случай стал примером международного сотрудничества в области археологии и сохранения исторического наследия, а также напоминанием о том, насколько важно ценить и защищать памятники прошлого. И, наконец, люди, узнавшие об этой истории, начали больше интересоваться морской историей, путешествиями и великими открытиями. Этот случай стал вдохновением для новых поколений исследователей и искателей приключений, напоминая всем о том, что даже через века, благодаря настойчивости и научным усилиям, можно приоткрыть завесу тайны и приобщиться к великой истории человечества. Так исчезнувшее судно, погруженное в морские глубины более 5 веков назад, теперь живет в сердцах людей и в памяти мировой истории.